привет! Добро пожаловать на наш канал. Мы в Испании. С вами по-прежнему Татьяна, Алексей. Тема сегодняшнего нашего ролика – посещение замечательного тематического парка Терра Натура в городе Бенидорм. Здесь же расположены аквапарк Акванатура и парк развлечений Терра Митика. Можно посетить каждый парк по отдельности или купить общий билет. Если же вы купите билет на сайте парка, то это будет гораздо дешевле. Терра Натура – это не просто зоопарк, здесь также можно увидеть множество интересных растений и также посмотреть представления различных животных и представления птиц. А наше посещение в этом году совпало с праздником, который называется Хэллоуин, и в парке все было тематически украшено именно к этому дню. Вот сейчас вы как раз можете это видеть. Очень красивые инсталляции, страшные. Тематический парк Терра Натура условно разделен на 4 зоны: Пангея, Америка, Европа и Азия. Вы можете видеть это сейчас на карте. В каждой зоне живут, соответственно, животные, обитающие в этих частях света. Всего в зоопарке более 1500 животных, которые принадлежат 200 видам. И сейчас, друзья, мы предлагаем вам прогуляться с нами по этому замечательному парку. Также заметили, что в этом парке созданы все условия для людей с ограниченными возможностями и для пожилых людей. Здесь можно взять вот такие электрические кресла, на них перемещаться по дорожкам, которые благоустроены таким образом, что у них есть удобные подъезды к вольерам с животными и вообще удобные дорожки, по которым хорошо перемещаться также и пешком, можно вести колясочку с ребенком и просто отдыхать в тени деревьев в жаркий летний день. В парке также растет множество интересных растений, названия которых можно прочитать вот на таких табличках, и описание, где растут эти растения, в каких климатических условиях. И, собственно говоря, посмотреть эти растения. Уже при входе мы сразу же погружаемся в мир дикой, удивительной, красивой природы. Я думаю, что и животным, которые здесь проживают, максимально комфортно, ведь условия, они напоминают их естественную среду обитания. Так что пойдемте прогуляемся по этому парку, посмотрим все зоны и пообщаемся с животными в контактном зоопарке. На территории парка повсюду стоят вот такие вот таблички и указатели, так что заблудиться в парке практически невозможно. Ну а мы сейчас пойдем в зону, которая называется Пангея. Здесь находятся разные ядовитые существа. Сейчас мы зашли в зону, которая называется Пангея. Это входная зона в тематический парк. И здесь обитают различные пресмыкающиеся и насекомые, ядовитые ящерицы, скорпионы, тарантулы, лягушки, змеи. Обо всем этом можно почитать на табличках, которыми снабжены все эти представители. Ну и, соответственно, все посмотреть. И, кстати, хочу сказать об инфраструктуре, что как раз-таки на территории зоны Пангея находятся туалетные комнаты, комнаты матери и ребенка, кафе и медицинская комната. И еще раз хочу сказать, что очень удобные проезды везде для людей с ограниченными возможностями, для людей с маленькими детьми, с колясочками. И в наш приход как раз-таки было много детей, много семей с маленькими детьми. Поэтому все здесь очень удобно и достаточно все продумано. Не только
информационная есть какая-то составляющая, но и хорошо развитая инфраструктура на территории этого парка. И провести здесь можно целый день, любуясь, изучая представителей животного мира. Из тематической зоны Пангеи мы попали в зону, которая называется Америка. И здесь мы сразу перенеслись в удивительный волшебный мир тропических лесов в Центральной Америке. Здесь также проживают попугаи ара с необычными синими крыльями, вот которого вы сейчас видите. И дети, и взрослые, конечно, с удовольствием наблюдают за разными птицами, животными. Также здесь вы можете увидеть различных обезьянок, ягуаров, леопардов. Это вторая по величине зона, как я уже сказала, в тематического парка Терра Натура. Просто здесь очень много красивых дорожек. Можно послушать журчание воды, ручейков, увидеть много красивых птиц и сделать замечательные фотографии, провести хорошо свой выходной день. Если вы пойдете с детьми, дети тоже будут в большом восторге. Но вообще такой парк нравится и взрослым, и детям. Мы тоже с удовольствием всегда ходим и гуляем по таким паркам. Билет в этот парк мы покупали на сайте, обошлись они нам по 23 евро с человека, так как все у нас уже старше 16 лет. Детский билет будет, конечно же, дешевле. Если вы будете покупать в кассе, то вы будете платить, соответственно, дороже за все билеты. В кассе взрослый билет вам обойдется в 33 евро, а парковка в этот парк, она платная. И оплатить ее можно тоже в кассе при посещении. Можно оплатить заранее, но стоит она 5 евро, если вы платите в кассе. Друзья, и по нашей традиции ссылку на сайт этого парка оставим в описании под этим видео. Так что всегда читайте описание под нашими видео, потому что там мы оставляем всю полезную и нужную вам информацию. И, кстати, если вы соберетесь прогуляться по этому парку в выходной день сами или с детьми, то можете взять с собой бутерброды, можете взять с собой что-то перекусить, какие-то снеки, водичку, напитки, потому что в этом парке есть также зона пикника, где можно посидеть за столиками, где можно перекусить то, что вы возьмете с собой, а можно купить что-то в кафешках. Но обо всем по порядку. Мы еще дойдем до этой зоны отдыха и обязательно вам покажем. И также, наверное, будет интересно и взрослым, и детям
что в этом парке есть спортивная зона, где можно размять ножки, ручки, полазить по веревочным разным лесенкам. Это тоже здесь есть. А можно просто провести здесь день рождения. Mira, mami. Mami, mira. Mami, hasta aquí no me gusta, mami. В этом парке также есть слоны. Сейчас мы идем полюбоваться на слонов с смотровой площадки. И еще очень интересно, что здесь есть указатели даже с переводом на русский язык. Правда, выглядят они немножко смешно, но тем не менее это приятно, что есть здесь русский язык. Вот можете сейчас полюбоваться. Дальше мы направляемся в зону Азии. Это центральная и самая большая зона тематического парка. Судя по карте, ну и судя по нашим прогулкам, мы это уже можем точно сказать. И вот как раз в зоне Азии есть места для пикников, где можно отдохнуть, перекусить. Можно заказать что-то в кафешке, обед, а можно взять что-то с собой. И поскольку мы были в день, который называется Хэллоуин, то здесь вот эта зона была тематически украшена. Но также здесь и летом, я думаю, очень хорошо, потому что есть фонтан охлаждающий, есть зелень, есть туалеты, соответственно, то есть можно умыться, можно перекусить свое под навесом в тени на столиках, а можно посидеть в кафешечке, пообедать. Ну и, соответственно, интерьеры очень интересные такие. Зона Азия, как я уже сказала, она центральная и самая большая, и здесь обитают животные, соответственно, родом из Азии. Все мы знаем, какие животные водятся в Азии, но здесь мы можем еще раз понаблюдать на тех, которые мы знаем животные, тех, которых еще не знаем.
То есть это обезьяны, слоны, крокодилы, львы, тигры, носороги, разные хищные птицы. Ну и также здесь в этой зоне можно не только понаблюдать за животными, посмотреть растения, перекусить, как мы уже сказали, но также можно посмотреть различные захватывающие дух представления с участиями разных птиц, хищных, зверей. Представления проводятся 2 раза в день на специальной арене, которую мы вам тоже покажем. И мы посетили представление, обязательно поделимся маленькими интересными отрывочками с этого представления. Так что смотрите дальше видео. Надеюсь, вам все понравится. Также хочу сказать, что гостям везде разрешено фотографироваться и делать видео, соответственно, поэтому мы делаем видео, чтобы показать вам этот парк замечательный. Если вы еще не были в таком парке, но находитесь в Испании, вы можете его посетить в какие-то выходные или каникулы, или отпуск. А если вы только собираетесь в Испанию, то вы тоже можете иметь в виду, что если вы приедете в город Бенидорм, то здесь есть масса тематических парков, один из которых Терра Натура, по которому сегодня мы гуляем и показываем вам вот этот замечательный парк. Ну и, конечно же, хочется сказать, что вольеры для животных, их даже не назвать вольерами, то есть это большие территории, приближенные к естественному ареалу обитания этих животных. Все они выглядят достаточно хорошо, упитанно и здорово, поэтому думаю, что им здесь, в принципе, более-менее комфортно. И большая-большая территория для того, чтобы они перемещались, чтобы они чувствовали себя здоровыми. И работники зоопарка, конечно, заботятся об этом. Они расставляют везде, где можно кормить животных, а это зона Европы, расставляют везде аппараты для продажи корма. Потом мы вам их покажем. Можно? Вау, рыба красивая. Ну, какой огромный, смотри, справа. Вон второй, смотри. Да? Такая спортивная не входит, вот
вот мы добрались до той самой зоны, где можно позаниматься спортом. Очень интересные такие дорожки, веревочные всякие лесенки. Это и для взрослых, и для детей очень интересно и забавно. Детям это очень нравится, насколько мы обратили внимание. Также рядом есть столики, люди приходят со своей едой, и также можно разместиться на пикник, что-то перекусить после длительной прогулки и физических вот таких упражнений, посидеть, отдохнуть и провести прекрасное время с семьей на природе. Можно просто посидеть и отдохнуть здесь. И самое интересное, что отсюда открывается шикарный вид на Миллион, на город Бенидорм. Вот вдали вы можете видеть высотки города Бенидорм. А теперь мы пойдем в зону, которая называется Европа. Там есть контактный зоопарк. Об этом мы вам сейчас все расскажем и это все покажем. Вот такие аппаратики установлены в этой зоне. За евро вы можете купить корм, которым можно кормить животных. А вот, собственно, и те самые животные, которые с радостью встречают посетителей с целью полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Они с радостью встречают посетителей, с удовольствием идут на контакт, их можно погладить, их можно покормить, с ними можно пофоткаться, вообще провести здесь время. Здрасте. Вы тут откуда, мой хороший? Бойцы. Они вон кукурузу вон ту едят. Хорошенький, хороший.
Ну, еще раз хочу сказать, что этот парк находится в замечательном месте, откуда открывается шикарный вид на город Бенидорм, на окружающие горы. Вид прекрасный, замечательный, то есть место хорошее, и здесь очень приятно гулять, проводить целый день практически. Ну и как обычно во всех таких тематических парках здесь есть магазинчики, сувенирные лавочки, где вот можно купить какую-то сувенирную продукцию на память о посещении этого парка. И также хочу сказать, что сейчас вы видите место, где проводится шоу, и сейчас мы посетим шоу хищных птиц. Queridos visitantes, por su propia seguridad y la de los animales. Su visión nocturna es mucho mejor. Se extiende desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Perú. Now from South America, here comes Ding Ding, the Surima. Con esas largas patas, Tintín es capaz de alcanzar los 25 kilómetros por hora antes de alzar el vuelo y dar saltos de 2 metros de altura. It can run on the ground up to 25 kilometers per hour and jump 2 meters high. Pero como están pudiendo comprobar, su alimento favorito son las serpientes. Large reptiles and insects on the ground, some of their favorite prey are small snakes, as we can see in this little. Circumstance where you have disease. Comprensibles, esto quiere decir que no tienen fuerza para matar. Pero es que ellos no la necesitan. Como ya hemos dicho, estas aves son necrófagas. Esto quiere decir que se alimentan de animales que han muerto. Так у нас пролетел незаметно целый выходной день в этом парке. Надеюсь, что наша экскурсия вам понравилась. Если вам понравилась эта экскурсия, поддержите это видео лайком, оставляйте свой комментарий. Кто еще не подписан, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. С вами Татьяна и Алексей, канал «Мы в Испании». Всем удачи, добра, хорошего настроения. Пока-пока.